Сегодня в Гжельском государственном университете проходит финал конкурса «Синяя птица Гжеля». В этом году фестиваль проходит целых 5 дней, потому что количество заявок на него превысило 2500. Разумеется, среди них оказались и участники из города Бронниц. С каждым годом все больше и больше бронницких выпускников поступают в этот университет. Связь Бронницы к Гжеле становится все теснее, как и во времена существования Бронницкого уезда. Наши школьники с удовольствием участвуют в ежегодном международном фестивале «Синяя птица Гжели». Это уже 34-й по счету фестиваль. Он посвящен году экологии и проходил под девизом «Планета Земля – наш общий дом». Этот фестиваль выиграл грант Министерства образования и науки Российской Федерации. Дело в том, что Объединенный совет обучающихся нашего университета стал участником такой интересной программы, как программа развития деятельности студенческих объединений. И вот в рамках этого конкурса мы получили грант именно на этот фестиваль, который попал в первый уровень или в первую категорию мероприятий как международный. В конкурсной программе приняли участие дети из 10 районов Подмосковья – Москвы, Тверской, Тульской, Рязанской и Свердловской областей, Красноярского и Краснодарского краев, республик Крым, Коми, Кабардино-Балкарии. Зарубежные конкурсанты из 11 государств – Казахстана, Гватемалы, Гвинеи, Китая, Беларуси, Уругвая, Узбекистана, Украины, Чехии, Эль-Сальвадора и Ливана. Приятно, что с каждым годом все больше бронницких ребят участвуют в этом престижном фестивале. Мы каждый год приезжаем на этот конкурс. Долго к нему готовимся и ответственно подходим. Шьем специально для этого костюмы. Здесь нас очень хорошо встречают. В этом году отлично, что поставили стенды, чтобы мы знали, каким по счету мы выступаем. Всегда работает буфет, хорошо с нами обращаются. Поэтому мы любим принимать участие в этом конкурсе. Танцевальный номер «Лебедушка» бронницкого коллектива «Ягоза» очень понравился зрителям. Конкурсная программа фестиваля состояла из 9 номинаций: художественное слово, театральное творчество, хореография, музыкальное исполнение, авторская песня, изобразительное творчество, декоративно-прикладное творчество, дизайн-проекты, хоровое и вокальное пение. В номинации «Хореография» честь нашего города защищал не только танцевальный коллектив «Ягоза» Дома детского творчества, но и коллектив «Конфетти» КДЦ «Бронница». Оценивали мастерство конкурсантов представительное жюри. Среди председателей конкурсных программ такие известные люди, как народный артист Беларуси Эдуард Семенович Ханок. Кроме того, в составе жюри работала известная телеведущая и когда-то ведущая программы «В нашу гавань» заходили корабли Леонора Филина, поэт и писатель и продюсер Усков. Сегодня у нас проходит номинация «Хореография», и председателем жюри является председатель Федерации аргентинского танго Юрий Деев. То есть сомневаться в профессионализме нашего жюри не приходится. Я считаю, что этот фестиваль, который уже 34 года на Гжельской земле, собирает самых талантливых детей, самых талантливых школьников и студентов не только из Раменского района, из близлежащих районов, но сегодня и со всей России, и из-за рубежа, дает возможность поделиться опытом не только деткам, но и их педагогам и наставникам.
«Синяя птица Гжеля» проводится по двум параллельным направлениям. На сцене с утра и до позднего вечера выступают артисты, а в фойе и коридорах университета в это же время проходит выставка декоративно-прикладного и художественного творчества участников. Ксения Новожилова, Александр Слепцов, Наталья Тимохина. Бронинские новости.